Это город Плая-дель-Кармен, в котором мы живем уже 2 месяца. Я снимаю на крыше нашей гостиницы пятиэтажной про цены, про жилье, про еду, про интернет, про бензин. Я расскажу в самом конце этого видео. Вот так вот он выглядит, наш город. Ну что теперь самое тут интересно? Это, конечно же, море. И предлагаю вам прогуляться до Карибского моря. Покажу вам немножко сам город. Тут очень интересные закаты. Мы практически каждый вечер сюда поднимаемся и смотрим потрясающие закаты. Красивый город, хороший город, но есть нюансы. И об этом я расскажу в конце этого видео. Иду в сторону моря. Мы живем в 30 минутах от самого Карибского моря, не в туристической зоне. Первые мои ощущения, когда я прилетел в Мексику, я обалдел от того, что в Мексике очень много решеток, собак. Кстати, посмотрите, как вам вот эти вот стекла. Также есть красивые граффити. Это тихая улочка. Погода сейчас плюс 35 градусов. Пару раз были дожди, и нам это нравилось. Но в основном мы тут живем 2 месяца, как я уже сказал. Погода плюс 35 градусов. Тихо, спокойно. Спокойно не потому, что безопасно. А хотя, наверное, и безопасно. Но очень много решеток. На улице грязно. Везде лежит мусор. И постоянно везде играет мексиканская музыка. Она мне уже надоела, если честно. Ну давайте я вам уже покажу теперь само море. Тут очень часто можно встретить вот таких вот ящериц. Их тут много. Я их вижу практически каждый день. Все, уползла. Одно из самых любимых мест туристов — это вот эта вот скульптура. Тут часто все фотографируются. Вечером тут устраивают различные шоу, фейерверки, шаманы. Тут все эти места заняты. Все стоят, сидят. Играет музыка, напитки продают. Ну, все как обычно. Плая-дель-Кармен. Ну и теперь самое интересное. Зачем все туристы сюда едут? Конечно же, ради моря. Ради Карибского моря. Оно потрясающее, оно теплое. Цвет бирюзовый. Я сейчас нахожусь на пляже. Хорошо, что, кстати, тут с любой точки города можно выйти на пляж. То есть нет никаких ограждений. Вода, естественно, соленая. Сегодня волны маленькие. Мы стараемся ходить купаться практически каждый день сюда. Сейчас 12 часов дня. Ну, кстати, странно, то, что народу практически нет. Обычно тут очень много людей. И сегодня, кстати, нету водорослей, потому что обычно они прям вдоль кромки находятся. Это лайнеры, которые едут на соседний остров, который вдалеке. Он тоже туристический. Вот за этим сюда все и едут. За этим потрясающим морем. За этим отдыхом. Чтобы искупаться в этой воде. Место, конечно, классное, шикарное. Это знаменитая 5-я авеню. Самая туристическая улица в этом городе. Наподобие Арбата, наверное. Она как раз идет та улица вдоль моря. Протяженность около 3-5 километров. Она очень длинная. Тут все сувениры, магазинчики. Тут текила, одежда, рестораны, бары. Вечером тут представления, шоу различные. В общем, вся движуха этого города именно на этой улице. 5-я авеню. Тут постоянно много зазывал, кто приглашает в свои кафе, кто приглашает
попробовать их деликатесы, местную кухню. Бурритосы, пиццу, такосы, текилу, все что угодно. Самое туристическое место. О, сейчас вам покажу более-менее классную кафешку, где мне понравилось кофе. Тут просто проблемы с кофе. Везде есть американо, капучино мало. Вот оно, кафе. Ах, какао. Chocolate Cave. Тут также обменники на каждом углу. То есть можно без проблем обменять валюту. Вот давайте вам курс валют покажу. Доллар 16.25. Тут магазинчики с Кубы также есть. Сейчас людей мало, потому что обед. Тут вся движуха начинается вечером, когда все туристы выходят из своих отелей, из своих домов, потому что сейчас жарко, сейчас невозможно на улице находиться. А вечером тут движуха, самая настоящая. 5-я авеню. Тут также есть Макдональдс, их несколько я видел по городу. И напротив Макдональдса автовокзал, откуда можно уехать в Канкун, также в Тулум, в аэропорт, да куда угодно. Мы с этого автовокзала ездили в древний город Чичен-Ица. Это самый знаменитый автовокзал, который как раз находится напротив Макдональдса на 5-й авеню. Тут много больших магазинов с сувенирами. Купить можно все, что угодно. Мексиканские товары. Купить можно как за доллары, так и за мексиканские песо. Вот, допустим, вот такая вот пирамида. 22 доллара американских, 440 песо мексиканских. Это город туристов. Тут все сделано для туристов, чтобы они приходили и тратили свои деньги. Это нормально. Вот таких вот больших магазинов тут много. Тут их большое количество. Продают все подряд. Так как мы живем не в туристическом месте, 30 минут от пляжа, мы живем в настоящей реальной Мексике, с настоящими мексиканцами. Ну что могу сказать, на улицах безопасно ходить, но грязно. Кстати, а что это такое висит? А это висят кроссовки. Я думаю, вы знаете, что означает этот знак во многих странах мира. Если висят кроссовки на дороге, значит, кое-где, кое-что продают запрещенное. И тут часто так бывает, что буквально такие кроссовки висят на каждом углу, на каждом квартале. Что еще? Машины старые все, американские. Сейчас проедет. Как я уже говорил, много собак. Все в решетках. Ну, вот элементарный пример. И, кстати, все эти решетки под напряжением, чтобы вы понимали. Есть много такси. Различные фирмы можно заказывать. Это один из кондоминиумов. Мы примерно в таком же живем. Но немного в другом. А вот собака опять лает. Собаки тут везде. Вот уже наша улочка. Подхожу я обратно к дому. И сейчас буду записывать видео с говорящей головой. Уже рассказывать про цены, про бензин, про электричество, про аренду жилья, про стоимость продуктов. В общем, все-все-все про интернет. Как мы тут расплачиваемся, какие банковские карты, как поменять рубли на доллары, либо рубли на песо. В общем, все эти тонкости и нюансы я расскажу. А вот в этом кондоминиуме мы живем. И про аренду жилья также расскажу. Ну все. Сейчас я в душ и буду записывать видео. В Мексике мы живем 2 месяца. Накопились уже знания и опыт. И давайте теперь все по порядку расскажу. Про этот город, про эту жизнь, про цены, про условия и так далее. Начну с того, что как мы сюда попали. Мы сюда прилетели
через Кубу с Гаваны мы взяли билет Аэрофлот, Москва, Вородеро, потом это Куба. Потом с Вородеро мы переехали в Гавану, это столица Кубы. Там прожили 3 дня. На Кубе было очень интересно, но это видео не про это. И с Гаваны мы прилетели в Канкун. Это второй по величине аэропорт международный в Мексике. Кстати, не секрет для вас то, что многие вообще туристы, да не только туристы с СНГ, со всего мира едут в Мексику. Зачем? Затем, чтобы потом попасть в США. И когда мы были в аэропорту в Гаване, вылетали уже в Мексику, мы встретили нашего соотечественника из Тюмени. Парень, который вот пытался проехать в Мексику, он был на Кубе. И потом перебраться в США, перейти границу. Потому что многие вообще думают, что как только ты попал в США, там сразу начинается райская жизнь. Там тебе и грин-карта, и гражданство, и доллары, и пособия. Но мы жили в США, и через 2 недели туда поедем. У нас уже 2-я виза есть, которая по США, именно 2-ю визу. 1-ю визу мы получали в США в Москве, 2-ю визу мы получали в Индонезии, в Джакарте. В общем, мы жили в США, и мы знаем, что это такое. Там есть свои плюсы и минусы. Но опять же, это видео не про это. И про что я сейчас говорю? То, что когда мы встретили этого парня в аэропорту в Гаване, у него прям была тревога, у него тряслись руки. И это состояние, которое мы увидели, мы сразу же поняли, зачем он летит в Мексику, какая у него цель. У него дрожали руки, у него была только одна ручная кладь, он весь нервничал, он весь потел для того, чтобы вот мы стояли перед тем, как оформиться на рейс, сдавали багаж. В общем, по нему прям сразу же было видно. Именно это состояние считывалось. То есть мы его увидели издалека, мы сразу же определили то, что он русский. Ну, потому что наших соотечественников видно издалека. И он стоит, его всего трясет. Мы к нему: привет, ты из России? Он говорит: да, ребята, а вы тоже хотите в Мексику, потом в США? Мы говорим: да нет, у нас виза есть, мы просто путешествуем. В общем, по его состоянию считывалось именно эти эмоции, то напряжение, которое у него было. Это вот я для тех, кто хочет перебраться в США через Мексику. Ладно, опять же, вернемся к Мексике. Вот мы прилетели в Канкун. Кстати, как мы проходили таможенный контроль? Так как у нас есть виза в США, мы просто показали паспорта. У нас есть виза, это вот таможенный контроль уже в самой Мексике. У нас есть виза, и нам поставили штамп в паспорт: 180 дней вы можете находиться в Мексике спокойно, легально, официально и так далее. Но перед этим мы заполнили официальное разрешение на сайте Мексики. Это все делается бесплатно, буквально за 10-15 минут. Показали также эту бумажку, и все. Но самое главное, то, что у нас была виза в США, и на нас никто не смотрел. Нам сразу же буквально таможенный контроль, нам ни одного вопроса не задали. Буквально за 5 секунд они по паспорта полистали, увидели визу США, все, сразу же штамп поставили на в Мексику, 180 дней можете находиться тут официально и легально. Ну и вот, заселились мы сначала первые 3 дня через Airbnb, сняли жилье, а потом походили, посмотрели жилье, где лучше снимать, нашли этот кондоминиум. Мы платим 15 тысяч песо в месяц, плюс сверху идет у нас цены на интернет и на электричество. Примерно 1000 у нас выходит песо, интернет и электричество. То есть 500 интернет, 500 электричество. И плюс мы оставляем залог 5000 песо. Ну, тут такие условия. То есть, если переводить это все на рубли, квартира у нас однокомнатная, 1 bedroom, как тут все говорят, стоит это примерно 100 тысяч рублей. Но опять же, в Мексике самое главное, когда живешь, и в США, не переводить все на рубли, потому что цены сразу же XXX, и про цены я вам сейчас немножко дальше расскажу. Это может вызвать тревогу, панику и так далее. В общем, квартира наша 100 тысяч рублей, плюс 5000 рублей залог, и электричество, и интернет. Теперь дальше. Цены на жилье рассказал. Еда. Что тут по еде? Мексиканская еда, честно, нам не особо нравится. Она очень острая, она очень своеобразная. Опять же, есть нормальные супермаркеты, где есть нормальные продукты, органик. Но цены на продукты я не буду вам рассказывать, потому что кто-то, допустим, опять же, с чем сравнивать. Кто-то в Россию ходит, покупает продукты в пятерочке. Это не хорошо или не плохо, но это факт. Кто-то ходит во Вкусвилл. Но если общее сравнивать, то цены на продукты тут примерно в 2-3 раза дороже, чем во Вкусвилле. Опять же, если мы говорим про хорошие продукты, ну, допустим, упаковка яиц, у нас 10 яиц в упаковке, тут 12. Если переводить на рубли, есть по 350 рублей, есть по 500 рублей, есть по 800 рублей, в зависимости от качества яиц. Там те же самые авокадо,
большие мексиканские авокадо нам нравятся. Они тут стоят, если переводить на рубли, где-то 100 рублей, 150 рублей за один авокадо, за вот такой вот. Ну, то есть, там, не знаю, цены на сигареты, там, 400 рублей упаковка, одна пачка Кэмела тут стоит. Там, цены на фрукты, на яблоки, они дешевые. Ну, то есть, продукты тут разные. И можно пойти в какой-то дешевый супермаркет и понабрать дешевых продуктов, и цена будет, ну, примерно в 2 или в 1,5 раза больше, чем в России. Либо пойти в нормальный супермаркет, цены тогда будут в 2-3 раза дороже, чем в России, опять же, на продукты. Дальше, бензин. Когда мы улетали из Красноярска, сначала у нас был путь, мы сначала полгода жили на Бали, потом там зимовка была, потом поехали в Красноярск, там месяц пожили, там у нас родители, после этого мы в Москва и Гавана и Мексика. В общем, когда мы улетали из Красноярска, бензин стоил 50 рублей 2 месяца назад, ну примерно 52 рубля за литр, то тут цены на бензин 150 рублей за 1 литр. И когда я заправлял машину, я немножко офигел. Конечно же, в Америке еще дороже. Когда мы там 2 года назад жили, цены были. Ну просто тут для сравнения вам говорю, то что 150 рублей литр бензина. Это вам для понимания. Дальше. Электричество. Если опять же, вот я сравниваю, у нас киловатт в России, там в Красноярске, в Москве, в Санкт-Петербурге, где мы жили, ну 3 рубля, 4 рубля, в зависимости от региона. И мы никогда не считали киловатты, ну то есть когда в моей квартире, в нашей квартире, либо когда снимали жилье, ну для нас как-то это все копейки, ну что там, ну 1000 рублей в месяц ты потратишь на электричество, ну вроде бы это такая сумма маленькая, то тут 3 песо за киловатт, это примерно 15-18 рублей за 1 киловатт. Ну то есть вот электричество мы... считается отдельно, когда снимаем квартиру, когда заселяемся. И мы 500 песо платим в месяц за электричество, за кондиционер, потому что кондиционер постоянно работает, потому что погода плюс 35, постоянно очень жарко на улице, и выход только один, это работающий кондиционер. Курс песо и рубля, если открыть Яндекс, то официально 1 песо мексиканский примерно 5,65 рублей. Но опять же, это курс по ЦБРФ. ЦБРФ, мы знаем то, что показывает погоду. Лучше округлять до 6. То есть 1 мексиканский песо это 6 наших рублей. Потому что переводить деньги, там, переконвертация. И более-менее так получается. И получается в месяц мы платим за электричество 500 песо. 500 умножаем на 6, это 3000 рублей за электричество. Вот такие вот тут цены. Дальше. Интернет. Сначала про сим-карты. Мы сразу же купили сим-карты местные, вставили. Вышло 300 песо, безлимитная связь у нас на 1 месяц. Но это интернет, который по телефону. Связь очень-очень плохая, честно вам говорю. Мобильный именно интернет. А если проводной интернет, то мы платим 500 песо, опять же, в месяц, и буквально там, ну, 60-70 мегабит. Ну, спид-тест показывает 50-60, а по факту это 20-30. Опять же, приведу такой пример. После Бали у нас там был плохой интернет, когда мы прилетели в Красноярск, я сразу же подключил 500 мегабит за 550 рублей. И мне нравился проводной интернет, Wi-Fi, который у нас был в доме. Я соскучился по хорошему интернету, но вот просто цены, опять же, 500 мегабит, 550 рублей. А тут... получается, ну, реальных примерно 40 мегабит за 3000 рублей. Вот такие вот цены на интернет. Дальше. Деньги. У нас есть в Индонезии, я оформил местную карту Пермата банка. И тут во всех магазинах расплачиваюсь Перматой, этой карточкой. То есть переконвертация идет там индонезийские рупии, тут у нас мексиканские песо. То есть без проблем в любом магазине расплачиваюсь. Также можно деньги снять, много всяких различных чатов, где переконвертация, либо, ну то есть вы кому-то переводите на Сбер там, и так далее, на Тинькофф, вам привозят курьер там, либо доллары, либо песо, либо вы идете в банкомат, снимаете. Ну, то есть с этим проблем нету, либо вы с собой просто привезли доллары, и тут много обменников, это туристический город, или в любом месте вы можете обменять ваши доллары на мексиканские песо. Кстати, практически во всех магазинах тут в Плая дель Кармен можно расплатиться американскими долларами. Да, там курс не совсем выгодный, но все же можно без проблем, если у вас есть доллары. То есть, если вы летите в Мексику, если у вас есть с собой доллары, наличка, проблем не будет. Вы везде сможете ими расплатиться, купить все что угодно в любых магазинах и в любом обменнике их обменять на мексиканские песо. Либо заморочиться через криптобиржу, перевести перед конвертацией. То есть, также с этим тут проблем нету. Дальше. Местные жители доброжелательные, улыбаются постоянно.
Нам рассказали, мы тут встречались с русскоязычной семейной парой, и они тут живут уже полгода. Нам рассказали такой нюанс, то что местный картель договорился как сказать, с полицией, тут, не знаю, с какими-то местными авторитетами про то, что туристов тут не трогать. Туристов, то есть не грабить, не убивать, не как-то, не знаю, не нападать на них, потому что туристы это денежные мешки, туристы тут приносят деньги, и тут все тебе улыбаются, все тебе, естественно, пытаются что-то продать, что-то навязать, какую-то экскурсию, какие-то продукты, какую-то одежду, какие-то сувениры, это нормально. Этот город туристический, и все живут на туристах, благодаря туристам, потому что туристов тут большое количество со всего мира, тут различные языки. Ну, естественно, тут много кто на английском говорит из туристов, французские, итальянские, немецкие, азиатские, тут много китайских туристов. Ну, то есть это такой город, где много-много туристов. Естественно, тут все сделано ради туристов. Дальше. Испанский язык. Вот. Когда мы жили на Бали, естественно, мы общались на английском. На Бали много кто знает английский язык. Когда мы жили в США, естественно, мы разговаривали на английском. И мы думали, что, ну, Мексика, по идее, граница недалеко от США. Тут, наверное, много кто знает английский язык. Но мы ошибались. Тут все говорят на испанском языке. Тут очень-очень редко встретить кого-то, кто говорит на английском языке. Для нас, на самом деле, в самом начале была проблема вообще элементарно купить кофе. Потому что мы говорим с ними на английском, они не понимают, либо понимают, ну, очень-очень плохо. И тут все говорят на испанском языке. И мы пару слов уже выучили. Это «ова», это «грасиос». Ну, такие элементарные слова. Ну, в общем, для нас это было удивление. Тут до Штатов-то вот рукой подать. Тут до Майами 1 час на самолете, и все. Мы думали, тут много кто знает английский. Нет, тут испанский. Для нас это было большое удивление. То, что вот такой вот языковой барьер. Погода. Как я уже говорил, средняя погода это примерно 34-35 градусов каждый день. Но вот мы тут живем 2 месяца, пару раз были дожди. Ну, дожди как? Там 10-15 минут дождь польет, и все, и снова жара. Очень жарко на улице, вот честно вам скажу, и постоянно сидим под кондиционером. Я в душ хожу по 5-6 раз в день, чтобы охладиться, и это нормально. Ты пошел за кофе, ты пошел в магазин, куда-то по делам, ты приходишь, сразу же идешь в душ, потому что на улице очень-очень жарко. Нам напоминает такую погоду, как в Чингу, когда мы жили на Бали некоторое время. Дальше. Достопримечательности. Мы тут ездили в Тулум, я ездил на церемонию Айваски, я ездил на церемонию Темаскали, мы с женой ездили. Мы ездили на пирамиды, на древний город Чичен-Ица, ну, то есть сеноты различные ездили. Достопримечательностей очень много. И тут на любой выбор, цвет, вкус, то есть куда хотите, что хотите, на любой бюджет. Вот так вот. Тут, опять же, как я говорю, город для туристов. И все для них сделано. И куча экскурсий, достопримечательностей. Это интересно, это классно. И вот наша цель, то, что мы это все тут посещаем, нам все это интересно вот с такими вот глазами. Мексиканская жизнь, шаманы, культура, индейцы, майя и так далее. Это круто. Вода. Теперь, питьевую воду постоянно берем в магазине. Вода, которая бежит из-под крана, на ней, ну как сказать, она бежит своеобразно. Она бежит с химией, она бежит грязной. То есть, и ее даже если вскипятить, на ней невозможно готовить. Мы готовим только что-то элементарное. Мы покупаем воду в магазине, заливаем в кастрюлю и готовим. Чай пьем, мы также покупаем воду в магазине, заливаем в чайник либо в кастрюлю, там ее кипятим. То есть та вода, которая бежит из-под крана, она не для готовки, только для того, чтобы помыться. И тут нет такого горячая и холодная вода, она бежит все время одна, средняя. То есть как мы привыкли, вот есть у тебя душ, кран, есть горячая, есть холодная. Тут такого нет, как в Америке, у тебя вода только бежит одна, то есть такая средняя. Это очень удивительно, к этому привыкаешь. Дальше. Стирка. В нашем кондоминиуме нету лаундри. Мы ходим на соседнюю улицу, буквально 200 метров. Лаундри то же самое, как в Америке. Либо пришел, сдал белье и сидишь, ждешь, когда белье постирается. Либо отдал вещи, на следующий день пришел, забрал. То есть пакет там 5 килограмм вещей стоит 50 песо. Это примерно 300 рублей. Вот, в принципе, наверное, и все, что попытался вам рассказать. Если что-то вам будет интересно, то задавайте, спрашивайте вопросы, задавайте, пишите комментарии. Я вам более подробно расскажу, что мы знаем. Мы через 2 недели купили билеты в Майами, летим жить в Майами. Как я уже говорил, у нас есть виза, у нас проблем с этим нету. И мы будем путешествовать и дальше жить в США. До этого мы также там жили. Всех благодарю за просмотр этого видео. Если есть вопросы, то задавайте. С вами был Сергей Витищенко. Всего доброго, до свидания.